Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в 26-й выпуск 4-го сезона «Пути со дна» с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov. В начале предыдущего выпуска закрыл мутное дело, сварив флешки лыжнику в убежище. Настрелял в голову 7 диких из 12-го калибра по путевке в санаторий первой части для миротворца на берегу. И закрыл секта часть первая, тоже для миротворца, обнаружив посыльного в избе возле болот, там же на берегу. Выпуск поддержали финансово Лабра Гибра, Колясик, Ли, Двоемер, Реаниматор, Котнах, Санитар, Тагир Шакиров, Кузнецов, Мотя, Слава ТУ, Слава, Димон и Гриша. Большущее спасибо, ребята, что в который раз меня балуете. Будьте здоровы. Сайга, если честно, не особо зашла, ошибка подкидывает ее. Лучше 155-й или Бенелли. Но надо слить еще те пушки, которые уже давно балластом лежат на складе. Поиск ключей на бочках проспонсирован. Спасибо. Привет, Краснодар. В звуке я вообще не мастак, но если записи делать, то посмотри прогу Audacity. Я в ней шумы чещу, мне вообще зашла. Сочи, привет. Рад, что дневник ЧВК понравился, хотя я думал, выпускать его или нет. Спасибо еще раз вам от чистого сердца за поддержку. Мир не без добрых людей. Всем приятного просмотра. Так, чего тут у нас есть хорошего? В верстаке наварилось кое-какое добро. Что я там заказывал уже сам? Гринбат я заказывал, все нормально. В санузле я шланги заказывал, сюда их. И в медблоке я заказывал медхлам. Просто для того, чтобы качался немножко навык управления убежищем. Много каких квестов сейчас есть в Лазурке, в санатории, где надо будет подниматься, но в первую очередь я хочу выполнить квест «Путевка в санаторий», часть 2, мне нужно вертолет и дорогу к нему безопасную пометить, все остальное, так сказать, попутно, по ситуации будем смотреть. Возьму с собой АКМ, уже охота слить эти волыны, не знаю, их даже, наверное, и не заберет-то никто, если я их потеряю. Пойду за ЧВК, возьму с собой ключей, 306, там еще кое-какие, в общем, если будет тихо в санатории, в самом, то в санатории еще внедримся, там пошатаемся, пошаримся. Взял с собой жилет Дикого. В жилете Дикого я играю, потому что у меня квест каратель. В общем, основной задачей будет метка вертолета и дороги к нему. Если будет тихо, то попробуем зайти в кабинет санитара, посмотреть, может быть, кто-то его открыл. Ну и плюс, если будет в западке более-менее тихо, то мы тоже туда заглянем, посмотрим. Там мне целых 3 комнаты надо будет. 306, 303, по-моему, и 216. Ух ты, блин, бережок, ты меня что, в другом месте никогда больше не будешь спавнить? А почему? Значит, в прошлые разы, когда я проверил видеокарту, все было хорошо, когда не проверил, все было плохо. Значит, надо сначала проверить здесь видеокарту. Не то, чтобы она мне прям сильно нужна была. Ну, как ритуал, в общем. Будем потихонечку продвигаться в сторону Лазурки. В сторону вертолета, который мне необходимо пометить. Так. Через деревню, я думаю, будет правильно спуститься, да? Через коттеджи я имею в виду. В коттеджах что же есть точки интереса? Кое-какие. Кендер. Так, вот здесь, по-моему, в бане говорили, да? Нет, сумочка есть. О, офтальмоскоп. Приятный сюрприз. Но он по-любому стоит дороже, чем сюрф, так что можно вот так вот сделать. Даже без галочки он на несколько тысяч будет дороже стоить, чем сюрф. С СВД кто-то шпилил. Что-то я не послушал, откуда, с какой стороны. Так, что мне в сейфах надо? В сейфах мне ничего не надо, по сути.
Давай без лутания обойдемся в этот раз. Хотя у меня целых 2 слота в гамме. Кого я обманываю? Без какого лутания? А? Это как это без лутания? Это не по-нашему совсем. Есть, рубли, ЖП. Ну, давай что-нибудь еще в подсумок. Ой, спасибо, хорошо. Ну вот, а ты не хотел заходить лутаться. Давай еще видеокарту. Я отстану от лутания полностью. Надо бы за Дикого как-нибудь прогуляться по курткам, чисто похлопать где-нибудь в общагах, на таможне или здесь где-нибудь, да, на бережку. Что-то с ключами вообще беда. Я каждый раз, когда мне надо какой-нибудь квест с закрытыми помещениями выполнить, каждый раз я... Это сидит там кто-то, что ли, или что? Я не понял. Показалось. Каждый раз трачу деньги. А мне это не нравится. Я не люблю тратить деньги. Я люблю их копить. В лазурке уже происходит все. И без нас. Коте, вот не туда и не сюда этот коте. Ни в гамму не помещается и заставить нельзя никак. Как сделать, а? Сначала пометить все это дело. Потом внедряться попробовать. Так сделаем. Диких пока обходим, дикие нам пока не интересны. А дорогу пометить... А, дорога с той стороны, ё-моё. Ну ладно, зато расстреляли там серьезные пушки, я думаю, что и ребята там по-серьезному лутаться будут. С ключиками, все как положено. Вполне вероятно, что я просто посмотрю хотя бы кабинет санитара. Тогда я через восточку буду внедряться. Пробовать, по крайней мере. Сейчас посмотрим по Ситуевине, что там да как. Подпустят ли меня вообще к ней? А, как раз в восточке, да, это происходит? Блин, жалко. Жалько. А еще в комментах писали интересную теорию по поводу того, что маяк поставил и можешь хоть сдохнуть. Типа все засчитается, проверено уже бы даже было кем-то, кто-то писал. Что, будем пробовать делать тогда таким образом? Или это только со скорыми работает? Поставили маяки. И в наглую просто заходим. Да.
Ну, для него это было просто подарок. Какой-то дурачок бежит со всех ног. И понятно было, что там кто-то сидит. Надо было все-таки в западку идти, блин. Ну ладно. А вот и СВД, которая стреляла из СНБ-72-54 патрон. Че, давай посмотрим, что там у нас с этими самыми вертолетами. Как там было? Путевка в санаторий. Пометилась только дорога успела пометиться. Так что сказки, пожалуйста, не рассказывайте, если не проверяли это все наверняка. Все, перегруппировались. АКС-74 с собой беру на этот раз. И, в общем, будем все эти пушки, которые вроде бы и собирал, и вроде бы как жалко выкидывать, будем сейчас это все добро сливать, потому что я чувствую, что там просто так походить, полутаться, побегать не получится сегодня. Взял еще пару маячков, помимо вертолета, мне надо будет еще попробовать, если удастся, в восточке на 3-м этаже меченку пометить. Тоже там сбросим маяк, если будет такая возможность. Также на берег, наверное, я теперь... Сейчас посмотрим, вечером ли пойти. Наверное, вечером сейчас будет поспокойнее, я так подозреваю, потому что 6... Да, вечером, короче, сейчас должен быть поспокойнее рейд. Давай попробуем вечерком, выскочим, застрахую волыну и вперед геройствовать. Шлем на голову не надеваю, потому что будет перегруз, а пока я добегу до санки, у меня хоть чуть-чуть выносливость подкачается, да? Причем она будет качаться неплохо так в начале рейда. Все равно, даже если бы у меня был шлем сейчас на голове, вряд ли он от СНБ меня спас. Да пошел ты, Тарков, знаешь куда? Нафиг ты меня в одной и той же точке спавнишь? Вот не буду видеокарту смотреть. Сам смотри. Так, что, дубль 2. Оттуда. Туда. Все то же самое. Только теперь в 18 часов. Но должен быть рейд поспокойнее, потому что в лобби людей было меньше, значит в рейд снаряжаются, да и вообще не особо охотно идут в вечерний рейд. Все в утренний двинули. Ну я, короче, по той же тропинке. По полям, по полям. Все туда же. Заберем офтальмоскоп. А, нет, не заберем. Понял. Вот тут куртка висит, оказывается, я в прошлый раз пробежал мимо. Куртка с гайками. Давай еще раз смотрим коттедж. Смотрим ключ от коттеджей. Смотрим санитара. Потому что я россыпью патроны не взял на калаш. Я молодец. Значит, отнимем у свиты. Показывай, что там у тебя. Давай, разведданные. Ой, хорош. Пойдет. Пойдет. Бам. Конь, пацаны. Все как вы любите. Тут что, верит, зажил какой-то, что ли? В каждом сейфе по его медиатору. Ну ладно, уже. Небольшой приварок есть, да? Это же приятно. Это приятно. Так, а негодяй-то уже снова там. Уже в санатории. Шустрики. Вот шустрые. Ну ладно. Пусть даже эта песня повторится. Выбора у меня нет. Мне надо в любом случае идти и метить этот вертолет. А теперь, если будет понимание, в какой стороне возня, в ту сторону мы теперь, очевидно, не пойдем.
то неприятно, когда тебя встречают выстрелом в голову со снайперского патрона. Все так же, диких не беспокоим. Стараемся тихонечко подобраться к вертолету. И замаячить его. Можно даже, наверное, с этой стороны подойти, потому что мне дорогу там метить больше не нужно. Так. Ну, здрасте, Настя. Спасибо. Подторопил меня, короче, дикий. Давай, 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 давай. Земляк, мы стрелять не хотим, мы так наблюдаем. Да я тоже так чисто по встречоку. К чему тут? Подожди, сейчас приживется, потом пообщаемся. О, по кустам справа. Граната тут! О, ёб, граната! Да чё это за кульбиты, вашу мать? Ладно, Тарков. Наказал меня? Доволен? Хватит издеваться. Давай уже и мне подсоби немножко. А чё, нормальный такой спаун у меня. Хотя бы не надо будет, черт знает, куда бежать, прежде чем сдохнуть. А то уставшим вздыхаю вечно. Значит, отсюда мы можем через административ... можно даже не заходить в административку, я сразу же в восточку пойду. Хотя мне надо в запад. Нет, я в восточку пойду, я там маяк оставлю тогда. В Меченке. А оттуда уже в западку пойду. И как раз у меня выход будет на маяке, да? Переход на маяк. Из западги выпрыгнем, побежим на маяк. Счастливые, красивые. Квеста 2 как выполним. Угу. Понятно. Со стороны маяка ползут ребята. Может быть, тогда мне, знаешь, как сделать лучше будет? Даже в западку сначала зарулить, а потом с западки в восточку. А то на той стороне вроде бы как стрельнули, а они сейчас... Они сейчас пойдут в западку уже, скорее всего. Это вообще под ствол. Будет весело, да? Ладно, фиг с ним. Давай восточку тогда. Нам надо будет на 3-й этаж взобраться, чтобы маяк скинуть. Намеченки.
Смысла проверять комнату санитара нет, потому что я один из первых здесь. Все нормально, ничего не видно. Вот она, меченка. Сюда мы маяк воткнем. Пирсинга нет никакого интересного? Нет, отсутствует. Хорошо. Так, о, попугай есть зато. Аксель, который раз уже нахожу. Все никак не могу донести до дома. Хот-рот взял с собой и забыл выпить. Хорош. Все, хорошо. Хотя бы одно дело сделали. Хорошее. Дальше можно идти в западку. Опа, там фонарик видел, да? «310-й даже есть. 10-й я вряд ли открою. «306». 300... А, нет, открою. Вот здесь же. Чик. Что тут есть? Нифига не вижу. Еще один аксель. Чё-то так много-то. Пиар-акция, что ли, какая-то? Ладно, чё, как сделать теперь, чтобы не подохнуть-то? Как всегда. Как мне туда внедриться? Может, через улицу попробовать? Длинный этот коридор я точно не пройду. Или через админку. Ага. Где шаги я слышал? На втором? Блин, и дверь санитаровская закрыта. По-моему, на втором я что-то слышал, да? Ничего не пойму. Да давайте уже, убейте меня. Ой, бля, я сам себя ослепил.
We're gonna kill you all, bastards! Да как с этим воевать-то? Ну чё, третье убийство, третий раз мне по башке прилетает. Одно попадание, базару нет. Попробую теперь с МП5 прогуляться, постараюсь как-то более агрессивно прям выходить, наверное. Я не умею вот это вот выседать, выжидать, выцеливать, что-то там. Это, как видите, заканчивается для меня крайне печально. Если так и дальше будет продолжаться, и у меня так и не получится никого убить на своем пути, чтобы расчистить, да, дорогу, то о выполнении квестов можно будет и забыть. Угу. Теперь нас вообще на чупа-чупсе заспавнило. Нам надо бежать снова в лазурку. Мне больше на всей территории-то делать нечего здесь. Наверное, будет безопаснее, по крайней мере, по левую сторону, что ли, пробежаться. Что-то я чувствую здесь не очень будет. Эту поляну, эту перебежку все спавны смотрят. И там на антенне, и с этой стороны могут смотреть. Так что надо обходить это добро. Короче, надо будет идти в восточное теперь... западное, точнее, теперь крыло. В восточке я все переделал, за исключением первого этажа кабинета санитара. Вот, мне нужна теперь западка, 306-я, 303-я комнаты. А, подожди, у меня же там ящик с этим... с ленд-лизовским предметом. Блин, так что мне по любасу надо в эту сторону. Все, теперь вся заварушка в 216 будет. Ой, в этой, в западке. Ну, раз уж так, я тогда пойду через восточку, через первый этаж, если доберусь до туда. Сначала сейчас тут предметик заберем. Что, у нас перегруза? Нет. Зато выносливость покачаем, пока бегаем туда-сюда. Тайники, шмайники не буду смотреть, чтобы у меня перегруза никакого не было. Налегке, короче. Побежим в лазурку. Да и смысл мне сейчас лутаться, я, блин, с полным мешком там, если кого встречу, подохну. Чуть кого не встречу, помираю. Надоело уже. Такое ощущение, как будто я первый день в игру играю. Захожу, блин, гасят. Захожу, гасят. Обидно. Досадно. Все, почти на месте. Перегруза нет, все окей. Нафиг я вот это взял. Так. Можно будет, знаешь, отсюда подняться, чтобы там через парадку не заходить, не бегать по этой открытой. Я, наверное, тут лучше поднимусь. Там как раз мы проверим кабинет санитара. Опаля. И если не алё, сразу в западку тогда двину. По ленд-лизу не помню, какая комната нужна была, где балкон. 306, что ли? В восточке. Вылетело прямо с головы. Но мне в любом случае еще в лазурку не раз надо будет прийти. Дикие тут.
А если тут дикие, скорее всего, никого тут и не было из ЧВК, и никто мне не открыл комнату, кабинет санитара, да? Так выходит. Ну да. А жаль. Да. Ядреный корень. Ладно. Ну, я, в принципе, был готов к такому раскладу. Так что удивляться тут нечему. Вот этот прицельчик мне нравится. Это про меня? Ну, мне дикие не нужны. Чё мне смысл с ними бодаться? Глянем, что в 350-м. Да, я слышу, опять в западке кто-то топает по дереву. Чтобы быть контакту. Конява. Еще тушенка. Прикольно. Что надо было сразу докинуть, что я прослоупочил этот момент. Что тогда, по таблеточке и вперед? Воевать? Или без таблеточки пофиг? Чтобы жизнеспособности, все вот эти прелести качались тоже. Как считаете? Я вроде не вижу никого там. У кого-то по дереву я слышал. Так, 205, мне нужно 300. 3. 306. А, и 216. Ну ладно, 216 мы потом пойдем. Вроде никого. 306. Здорово, пацаны. После будуняки. Вот вы где, оказывается, все спите, лежите. А я вас ищу по утрам, где попало. Вы здесь, оказывается, красивые, счастливые. Сытые, довольные. Вот она, папка на подоконнике. Есть. Дальше. 306. Ой, 303 нужно, а она всегда открыта. Вот тут в тумбочке, в нижней полке, альбом. Так, 216 теперь нам нужна. Интересно, кого я по дереву слышал? Может, дикие какие ходили? Так.
кое-что по приколам есть. Вот то, что мне надо. ВОК 02. Ох, блин, бронеразгрузка. Хода хорошая, большая. Вот так вот. Или даже, знаешь, вот так вот, наверное. Хотя нет. Так оно правильнее будет. Молоко. Ваше здоровье, господа. Сигнальные патроны. Не знаю, они что-то стоят, нет? Зеленый, тем более, вряд ли что-то он стоит, да? Так, вот это бы забрать по-хорошему. Дай-ка я гляну по-братски. По-братски. Короче, понятно. Секта мы пометили. Образцы, каратель. Тут только ЧВК остались. Поставщик, рыбное место. Путь охотника, справедливость. Что это? Решала. А, вот ленд-лиз на берегу. 2 предмета я забрал. Найти 3-й контроллер мотора на берегу. Я не помню, где он. Честно вам скажу. Я не помню, где он. 206-я, может быть, какая-нибудь. ЧВК там на той стороне. Ладно, я тогда пойду отсюда. Ага, пошел. Твою мать, там ЧВК зашел. Целых 2. Окей. Я понял, что мне надо идти отсюда. Слишком уж велика будет цена слива. В какой-то веке я пробрался, забрал предметы, я, пожалуй, лучше выйду, пацаны. Но вы сами видите, что у меня там по ПВП. Не алё. Строго не судите, я человек не такой, как вы привыкли видеть стримеров. У меня малость это все по-другому происходит. Вот долетели пули. Слава богу. По-моему, я кого-то там в коридоре вальнул. Что-то там какая-то тушка лежала прям как мешком. Такое впечатление есть. Да, я застрелил того чувака. Ну и хорошо. Значит, пойду я в сторону все-таки маяка, постараюсь выйти с локации. Чего они так долго там сидели, ждали кого-то, что ли, или что? Я совершенно спокойно вообще лутал там 216-ю и все остальные комнаты, они только подтянулись, как будто другим вообще занимались.
Так, ладно. Если мы сейчас выйдем, мы закроем целых 3 квеста. У меня там выход выживания уже были. Пометили. Комнату санитара мы только не посмотрели из всего этого и не забрали еще один. Но там, по-моему, он забирался в западке. То ли 306, то ли 200, не помню. Вот хоть убей, не помню. Надо будет сейчас, короче, выйти и посмотреть просто по-нормальному. Меня по-любому сейчас миротворец опять отправит в лазурку. Так что это далеко не последний квест. Рано или поздно мы найдем то, что ищем. Можно было бы в коттеджи заглянуть, раз они так долго возились. Вполне вероятно, что они в коттеджах там ковырялись. Ну ладно. Опять же, слишком большой ценой. Вот в коттеджах что-то происходит. А вот! Ебанский парика! Блин, их тут 3. У какой есть, такой родился. Ах ты ебанула! А вот это уже обидно. Да вот он! Ё-моё. Не то чтобы сильно хотелось с дикими стреляться. Я чё я сижу, лутаюсь, блин, они же нашумели, еще придут какие-нибудь типы, они же там на этом, на коттеджах были. Бэги, Диса, бэги. Вот так, незаметно, сейчас мы покинем локацию. И позакрываем свои квестики, ё-моё. Не все же время мне вздыхать. Должен же быть и на моей улице праздник. Чтоб меня. Во, аж настроение чуть приободрился. Хорошо, мы идем домой. Счастливые, красивые, с кучей квестовых предметов. Около 19 минут ушло на рейд, около 3000 опыта. Один бирвиц у нас пошел в квест «Каратель», часть 4. Значит, все нормально, значит, живем, пацаны. Врачебная тайна, часть 2, квест закрываем. Я нашел папку в 306 комнате, передаем ее терапевту и закрываем квест. Потерянный контакт. Необходимо пропавшую группу в районе коттеджа Шале на локации «Маяк» мне найти. Вон оно как. На теннисном корте там лежат, я точно помню. Врачебная тайна, часть 3, квест. Найти автомобиль, принадлежавший начальнику медслужбы санатория, собрать образец крови. Это надо будет в лес идти. По ленд-лизу первой части передаем предметы, которые мы вынесли с берега. Остается тоже в лесу 2 предмета и 1 контроллер мотора на берегу еще остался. Пометили вертолет и безопасную дорогу к нему. Вышли с локации хоть уже и в другом рейде, но путевка в санаторий, часть 2, квест у нас завершен, можем закрывать его. Путевка в санаторий, часть 3, здесь нам нужно просто предметы передать. Предметы я заблаговременно приготовил. Это стеклоочиститель и ВД-40. Это 2 шланга гофрированных и это 2 отбеливателя. Вот такие дела.
Путевка в санаторий, часть 4. Вот теперь мне нужно будет найти генераторы в восточном крыле санатория и западном крыле, и там же я заберу недостающий предмет по ленд-лизу, кстати. Генераторы находятся в 220-х комнатах восточного и западного крыла. Мне нужно будет ключ. И квест ностальгии для егеря мы закрываем, нашли и передаем ему теперь фотоальбом. Самое классное здесь это награда. Во-первых, это опыта 16 800, во-вторых, это планшет для документов. Очень хорошая штука. Предлагаю рейд прогуляться, чтобы хэппи-эндом все более-менее завершилось. За Дикого пойду на таможню, быстрый рейдик прогуляюсь. Я хочу посмотреть куртки в общежитиях, посмотреть по ключикам. Если ничего не найдем, ничего страшного, я куплю эти ключи. Я не думаю, что они очень дорогие. Так, 22 минуты. А, это карабин у меня, это оказывается... Понял. Так и запишем. Так, это 6, это 5, это выбросить опять. Окей. Пошли в общаги. Просто по курткам, просто по луту. Немножко развеется времянку у трейлера, старая заправка, КП диких, ЖД. Куда ЖД? ЖД к военной базе. Вот совсем недалеко тут. Чик. Смотрим, ищем. Расслабляемся. Патрон FMJ, скорее всего, у меня. Да. Ну и ладно. Давай смотреть, где тут что, какие куртки. Они, походу, уже все осмотрены, да? Только общаги посмотрю, да и все. Если что найдем, хорошо. Нет, так и бог с ним. Так, тут, по-моему, только одна комната интересная, в которой картотеки. В этой стороне первого этажа. Их никто практически не смотрит, эти картотеки. Они тут, ну, за картотеками явно идут не в общагу. О, гринбат, ништяк. Как раз одна штука нужна мне. Картотеки в двухэтажке там хорошие есть. Так-то. Да, тут лутались пацаны. Лутались с ключиками, как положено. Ну и ладно. Шибко намного все равно не рассчитывали. Если совсем прям голяк будет, то я тогда помимо двухэтажки еще и на заправку на новую загляну.
Там ведь всякое добро может быть. Офтальмоскопы. Правда, что они на заправке делают? Офтальмоскопы, видеокарты. Красный сигнальный. Прикинь. Ловушка, что ли, какая? Ну, тут пару курточек. Около половины. Там патронов 5-6. Так, а тут есть вообще где-то куртки на 3-м этаже? Я помню, что куртки были где-то в конце коридора там, а тут, по-моему, нигде их нет. Или тут были? Не знаем карту, получается. Да, обшаренная общага. Даже по курткам по всем прохлопали. Меченка открыта, прикинь. Сейчас бы за ЧВК зайти да пометить, чтобы ключ не покупать. Не выменивать там за миллионы этих. Так оно и бывает. Ладно, погнали в двушку. Попялимся, что там есть. Что там есть, что ничего нету. Ой. Сори. Я не попал по нему, я не думаю, что он... Нервы ни к черту. «203». А, 200. Кто там стекла разбивает? А, походу кто-то на машине выезжает и такой: да я сейчас все стекла раздербаню тут нафиг. Офис таможни есть. Ключ. Я не думаю, что он не лутанный, да и бежать далековато. Хотя там у меня в той стороне выхода есть. Понял. Ладно, давай тогда ящики тут... А, тут пару курток есть. Тут сумки, ящики еще есть. Их погляжу и пойду на заправку прогуляюсь, да и на выход. Блин, нету ничего, лутано все. О, да ладно. Спасибо. В зеленых ящиках который раз уже нахожу большой магаз этот. 60-ник. Подожди, а где? А, я прошел, там сумка еще. Юмп.
У нас еще и патроны на него есть. О. Ничего себе, Диса все опаснее и опаснее становится, получается. А чё я его таскаю? Давай вот это жуков снимем туда. Да и нафиг. О, вот так вот. Чик-чик. Чё, забыл, кто тебе батон в будку закидывает? Он пушку подошел, мою забрал. Это, по-моему, вообще просто бот. Он целенаправленно такой пошел. О, вон там ВПО целый. Пойду заберу. Ну, юморист. Испугал меня больше. А я и смотрю, что это... Он вроде бы лутался, тут сидел, да? А на самом деле не открыт ящик. Дикий, хитрый. Хорошо, что не попал я по нему. Тогда здесь досмотрим. Я думал, тут все лутано уже было. Здравствуйте. Без ключей тут делать нечего. Ладно, поскакали. На новую заправку. Через пару тайников. И на... Ого, и на выход. Здорово. Жетоном побрезговал. Мосинка, пехота. Ну тут 4-й уровень. Ладно, отдыхай. Жетон. При нем. Ничего, брать по тряпкам не будем. Что там 4-й уровень? Возможности у него купить нет. Пусть возвращается все. Если вдруг страховано, то вернется. Смотри, некоторые... Ух ты, вообще не лутаны тут. ППХ. Кстати. А почему? Какой-то переходничок нужен? А, это 12-й калибр вообще. Нифига. Так. Я хотел бы вот это забрать. Тут, смотри, ЧВК валяются. Тут ЧВК валяется. Тут ЧВК... Что такое? Что это было? Очень интересно. Лач. Тарков, что придумал?
Ты меня так лояльно... Подожди, это что за шлем у него? Пожарный шлем. Ты меня так лояльно провожаешь, короче, да, я так полагаю? С локации. Багарий! Багарий! Хорош. Багарий бы... А, там 2 единицы всего, елки-палки. Ладно. Как мы тогда грамотно сделали бы? Вот так вот, например. Что ли? Так, или подожди, а что я туплю? Давай я лучше вот так вот сделаю. Вот так, вот так. Вот так. Блин, мать моя женщина. Нифига тут вкусняк. Нормально. Даже вот так можно сделать. Конечно, нет никого. Нифига себе, 5 минут до конца осталось. Ну я все полный, чё мне. Единственное, что я еще ключик поближу. Да ладно, серьезно. Чё так много-то трупов кругом? Это уже челобот получается или нет еще? Нет. Скорее всего, нет. Хороший замес там был. О, ключ. Скидывай давай, что ты? Ключ от МЧС, парни. Чё, и это тоже тяжело тебе, что ли? Вот ты капец, конечно. Давай резче. Вот он, этот легендарный МЧСовский ключ. Который писали, он вообще существует, здесь сколько смотрят, нет его никогда. Есть ключ от МЧС. А вот тут мой корефан точно бывал. Все. Я пошел домой. Этот вообще к жельке, по-моему. А, нет. Так, не восстанавливается у меня ничего. И выпить мне нечего. Значит, будем 104 минуты, но мне до конца вот этой ЖД просто добежать, получается. Правильно же я понимаю? ЖД к военной базе, да. Это то, что нам надо. Даже можно не бежать, а... А хотя можно бежать, а потом ползти. Нифига, Тарков. Да, подтверждаю. Я знал, что после ряда неудачных рейдов в любом случае мне будет какая-то компенсация, что ли. Так не бывает, что всегда не везет.
Ну, как нутром чуял, что надо было на новую заправку эту заглянуть, посмотреть. И не зря заглянул. Все, что я нашел, все нашлось там. Куча целая лута. Куча. Давай закроем, наверное, вопрос с лояльностью лыжника. Раз уж тут осталось только наторговать, я у него прикуплю евро 5000 на 570 тысяч рублей. И все, открылся. Все, зашибись. У нас 3-го уровня лояльности теперь лыжник. В общем, мораль тех рейдов такова. Как бы грустно все не выглядело, как бы не везло вам в рейдах, не отчаивайтесь, не опускайте руки, обязательно все наладится. На сегодня у меня все, с большим трудом дались мне сегодня квесты, много помирал. В любом случае, спасибо всем за просмотр, надеюсь, выпуск вам понравился, всем отличного настроения, приятной игры. Благодарю всех за поддержку, за пальцы вверх, за доброе слово. Увидимся, услышимся в следующем выпуске. До свидания.